Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Алекс, и мы продолжаем обзор поединков в игре Command & Conquer Generals The Hour. И сегодня на карте Arctic Arena на нижней позиции под красным цветом Хэсэн Леб сыграет за стандартного китайца, а на верхнем споте под голубым цветом чемпион мира Маракар будет играть за генерала супер оружия. И прежде чем начать, я попрошу вас подписаться на канал, поставить лайк, а также напишите комментарий. Поддержать выход новых видео донатом можно по ссылкам в описании, и я, друзья, завел аккаунт на Бусти, на котором ролики будут выходить чаще, так что подписывайтесь, если вы любите смотреть мои видео. На выбор есть 4 вида подписки, каждый может решить сам, какую ему выбрать. Все зависит от вашей щедрости. Ну а мы возвращаемся с вами на карту. Мы видим от Хэсэн Леба 2 казармы, 2 сапла и электростанцию. Объясняю, 2 казармы, здесь очень много вышек, для чего эти казармы нужны, да, то есть мы заказываем красногвардейцев, естественно, учим захват и начинаем эти вышки захватывать. Соответственно, есть у нас военный завод уже от Хэсэн Леба. Я думаю, что просто гатлинги сейчас поедут вперед на Маракара. Он у нас СВГшник, также старт в 2 казармы, сапла, электростанция и военный завод. И также разбегаются рейнджеры. Все вот за вот этими самыми вышками. Также есть у нас ремастерская, слева есть нефтеперерабатывающий завод, ну а также артиллерийская платформа имеется на всякий случай для защиты. И вот уже первая встреча, скажем так, произошла. Рейнджер и красногвардеец увиделись, встретились друг с другом, но есть хаммер от Маракара. И этот хаммер, естественно, красногвардейца будет уничтожать. И начинается захват вышек. Маракар поехал, кстати, даже дозером вперед отменять захват своему оппоненту. Но, по всей видимости, Хэсэн Леб не успевает он захватить свою вышку. Гатлинг справа, есть хаммер. Очень жаль, что в этом хаммере нет пехотинца. Можно было бы, конечно, в домик сейчас кого-нибудь посадить и немножечко затормозить гатлинг. Захвачена вышка Маракаром и ставится второй ресурсный центр. Ну и, естественно, в будущем мы с вами должны увидеть стратегический центр, Airfield и Альфа Авроры. Ну а как же СВГшнику без Альфа Аврор? Игра идет как бы плавно достаточно, не видно здесь никаких дозерхантов, то есть все очень размеренно, скажем так. Минус гатлинг с Hellfire дроном, кстати, хаммер катается, Hellfire дрон помогает, естественно, против этих гатлов бороться. И дозер ушел налево у Маракара, и, по всей видимости, он его сейчас просто сохранит. Гатлинг, ну, не поспеет, я думаю. И, кстати, каркас Эми Патриота, то есть левый фланг, Маракар с помощью своей Эми Патриота будет защищать. И захватывается нефтеперерабатывающий завод, и Хэсэн Леб делает то же самое, можно сказать, отвечает тем же. Он также свою нефтепереработку собирается захватить. Появляется Airfield, первый миг взлетает, и еще один военный завод. Массовый спам юнитов мы в скором времени увидим от Леба. Но оно и понятно, нужно Юсу давить, держать ее на базе, не давать развиваться. Еще было бы неплохо, может, какой-нибудь дракон справа пустить, уничтожить вышку, например, американцу. А здесь уже хаммер приехал в поддержку с Hellfire дроном пробивать Хэсэн Лебу вышку. Это Маракар, и Маракар теряет свой хаммер благодаря мигам. Миги взлетели у Леба, и хаммер уничтожили. Поехал труповоз вперед. Вышка на центре под контролем Маракара. Справа также Маракар контролирует, и труповоз пошел вперед. А здесь куча пехоты сидит в зданиях, и они вскрывают БТР. Остаются только красногвардейцы, а там еще и рейнджер с флешками, слушайте, есть. И все эти красногвардейцы в скором времени просто погибнут. Слева также имеется труповоз, и он уничтожает рейнджера, можно вышку захватывать. Справа хаммеры. Вся пехота практически у Хэсэн Леба погибла. Появляется танк-дракон. Миги взлетают, миги с напалмом. Дракон также, естественно, с напалмом. Напалм изучен в военном заводе. Здесь пехота слева уничтожается. Гатлинг, 2 гатлинга, еще 3 красногвардейца. Но с двух сторон здесь камеры поджимают. Дадут ли захватить вышку? Думаю, что дадут. Да, вышка под контролем Хэсэн Леба. Справа тем временем дракон идет вперед и вышку не уничтожает, кстати говоря. По всей видимости, нижний боец ее будет пытаться перехватить. Если есть пропаганда, да, вот она имеется, то можно это сделать вообще через Лотос. И Лотосом попробовать побежать вперед, но тут уже вот все прикрывается. Хаммер стоит, Эми Патриот. Ну а на центре Хэсэн Леб тем временем как бы терпит неудачу. У него уничтожают все юниты. Тут, правда, и Маракар также с потерями выбрался из данной ситуации. Вновь труповоз. Красногвардейцы выходят заранее. Есть даже Мститель здесь, соответственно, прикрываться от мигов. Справа Гатлинг, дракон. Ну, я думаю, что до вышки пытается Хэсэн Леб достать. Ну, Маракар
я могу сказать, по крайней мере, потому что я вижу, что он просто уходит в оборону. Он дефается, дает еще больше патриотов. Лазер-локи на танк Дракон. Гатлинг осталось тут только еще забрать. Опять труповозы. Очень много пехоты, пытается Хесенлеб продавливать. Но, мне кажется, надо больше. 2 завода всего. Мне кажется, надо еще завод, 2 филда, еще завод, а лучше еще 2 завода. И вот массовый спам. И ЦМки, гатлинги, пехота с казармы. Точнее, не с казармы, а с военного завода. Труповозы те же заказывать. И вперед давить, давить и еще раз давить. Камеры отбиваются. Пустые БТРы стоят, можно, я думаю, что и вышку уничтожать. Но хотя у Маракара есть рейнджеры. С помощью этих рейнджеров можно сделать перехват. На центре, по крайней мере, Хесенлеб занимается этим самым. Он у Маракара вышку просто себе сбирает. Справа в домике расположился верхний боец. Слева также Маракар. Ну и готов Эми Патриот. И вот уже сюда зайти под эти вышки будет довольно трудно. То есть Маракар закрывается по центру, закрывается справа. У него также есть Патриот слева. И, наконец, появляется Airfield от американца. И есть, естественно, стратегический центр. Сейчас воевать с камерами куда сложнее, потому что стреляют они дальше. Плюс у нас сейчас появится Альфа Аврора, которая пачку будет громить. Громить пачку Хесенлеба. И хороший залп. Очень много мигов залетело. И раз, два, три, четыре, 5 хаммеров было потеряно. И плюс еще и Гатлинг один забирает. Ну и Гатлинг, естественно, также потерян. Но мне кажется, нужно отступать. Хаммеров достаточно много, и гатлы они перебьют. Вот тут было бы неплохо пехоту посадить. Ну хотя вот уже Альфа Аврора появляется. Командный центр строит Маракар. У каждого из бойцов по 2-му рангу. Причем идут довольно близко друг к другу по экспоинтам, но все-таки Маракар выходит вперед и получает третий ранг. Тут, кстати, Хесенлеб также его получает. Ну и, естественно, сейчас мы увидим с вами повышение. Вышка слева у Маракара была уничтожена. Справа и по центру под контролем Хесенлеба. Ну и плюс вышки на базе. И полетела ковровая бомбардировка. Плюс арт-удары. Ковровка не долетает. Хотел до серч, по всей видимости, Хесенлеб добраться. И артиллерия по энергии. Минус электростанция, но Маракара в запасе. Маракара энергии с избытком, поэтому ничего у него не отключается. Электричество есть, все работает. Хесенлеб дает еще саплай на центре, добавляет еще заводы. И посмотрите, у Хесенлеба сейчас, ну, почти 13 тысяч на счету. И мне просто любопытно, на что он копит. Может быть, на ядерные ракеты. Хотя, мне кажется, сейчас, если ты так давишь, постоянно идешь вперед, то надо, наверное, в спам вкладываться. Ну, если в ядерки вложится, мне кажется, просто отбиться будет нечем. Поэтому тут только спамить, только давить Маракара. Маракара также и супероружие дешевле, естественно. То есть, если он сейчас в СВ уйдет, даже если Хесенлеб настроит ядерных ракет, Маракар также пойдет в СВ. Если, конечно, ему денег хватит. И мне кажется, уже в драке на супероружие там Маракар выиграет. Поэтому Хесенлеба, мне кажется, сейчас единственный вариант остается. Ну, максимум одну ядерку расстроить. И куча спама. И вот опять было 20 тысяч на счету. И просто я не вижу достаточно такого вот большого количества юнитов от нижнего бойца. Хотя надо. Еще один патриот строится Маракаром. Забегает пехота, но пехота вся погибает. Камеров много. Ну и справа, слушайте, 2 труповоза идут вперед. Пытается Хесенлеб выгрызать себе по чуть-чуть карту. Пытается еще ближе подойти к Маракару. Пробивает Эми Патриот и вскрывает его. Минус, естественно, пехота. Пехоты там мало. Там еще один Патриот, кстати, имеется. А почему бы попробовать бы не подавить Мстителям и листовки от Маракара? И просто блок всех юнитов, и миги залетают. Миги залетают с потерями, естественно, есть Мстители и много. Много хаммеров было потеряно. Раз, два, три, 4, плюс медичка. 5 штук. 5 юнитов сейчас Маракар потерял. Ну и камера смещается направо. Здесь ставится Firebase. И все юниты Хесенлеба закрывают. Справа, на правом фланге, также нижний боец терпит неудачу. Не получается пока что Маракара продавить. Но будем смотреть. Может быть, что-то да и поменяется. Альфа Аврора. Одна. Не достает до Гатлинга. Вторая. И минус дозер. Вышка живет. В зданиях сидят у Маракара юниты, пехотинцы. И они пробивают юниты Хесенлебу. Еще и закрывают вышку. Тут бы дракон не помешал, чтобы выбить всех этих пехотинцев из зданий. Ну а справа с помощью рейнджеров снайперы появляются у Маракара. У него уже 4-й ранг. Ну вот пехоту уже держать, скажем так, на карте Хесенлебу, наверное, нерентабельно, скажем так. Потому что снайпер есть и ковровка пошла.
На вышку? Да, на вышку. Вышка будет закрываться, ковровки хватит. А здесь тем временем Альфа-Авроры залетают. А сколько их? Их 3 штуки. Обычно в прошлых правилах, как бы, ну, 2 Авроры. 2 Авроры можно. Ну, тут тоже 3. Ну, значит, правила не обговаривались. 3 Авроры залетело, минус вышка, минус юнит. А здесь Миги тем временем. И тоже очень хороший залп, на самом деле. Несколько хаммеров было потеряно, ну и потери со стороны Леба. И вновь флуат. Флуата много, а вот наземной армии нет. Мне кажется, надо вкладываться в спам. Вот у Маракара сейчас юнитов, ну, практически не осталось. Хаммеров мало, но 3 Альфа-Авроры, конечно, это очень тяжело. Очень тяжело против таких воздушных юнитов сражаться, но можно на самом деле. Справа опять труповоз. Труповоз скрывается, и снайпер просто дорабатывает пехоту. Спектр-ганшип. Спектр-ганшип пошел вперед бить вышки. Минус 1 точно. Можно еще попробовать забрать и ремонтную мастерскую, чтобы не было ремонта. И Альфа-Авроры пробивают еще вышку Хесенлебу. Ну, сбивает Хесенлеб, кстати, одну из Аврор. Но это на самом деле плохой знак сейчас. Тут также вышки нет. Ранее она была уничтожена. И здесь вышек нет. Слушайте, ну это вот уже плохо, на мой взгляд, для Леба. У него ни одной вышки не осталось. Вообще ни одной. Саплай на базе на исходе, на центре также коробок уже маловато, идет он своей армией вперед. Есть флот, кстати, сейчас, наверное, надо вкладываться либо во вторичку, либо в армию. У Маракара 3 вышки имеется, и он пошел строить дроп-зону, по всей видимости, да. На базе, ну, ресурсов также вот на доках снабжения не так уж и много осталось. Пытается Леб прорваться, но Альфа-Аврора это, конечно, ну, тяжело. Очень тяжело. Пехота подходит близко к Эми-Патриотам, но снайпер дорабатывает. Снайпер дорабатывает эту пехоту. И получается, что она вообще бесполезна. То есть эти труповозы спамить, с казарм спавить, ракетчиков там. Ну, это просто бессмысленное занятие. Снайперы просто будут уничтожать этого пехотинца один за другим. И Миги полетели вперед. Пробивает Эми-Патриот, Патриот минус, второй также минусуется вместе с дозером, и центр получается, ну, можно сказать, открыт, ну, разве что тут Хаммер и Мститель, плюс пехотинцы. Справа Гатлинг, ну, там Патриот опять же стоит, но нет смысла сюда идти. Ковровая бомбардировка пошла, но мне кажется, что ее собьют еще до подлета к базе, но она заходит, но Альфа-Аврора успевает вылететь, и, кстати, Гатлинг хорошо зашел. И минус 1 из Авроры. Плюс они вдарили здесь. А сейчас надо Маракару их постоянно держать, контролировать. И строится новый филд. Сейчас пока Маракар без Аврор. И наземных юнитов очень мало. Ну вот шанс. Вот шанс. Но нет. Ну вот она вся. Вот она вся. Армия Леба достаточно далеко. И пробивается стратегический центр. Плюс еще и воровство денег произошло. А тут двойная А10 летит. По саплаю. Саплай минус. Ну и слушайте, вот коробки, и много коробок еще. Ну, поближе к Маракару, правда. Мину тут прокинул Леб, 5-й ранг у него есть. И Эми-бомба. Замораживается военный завод, казарма, Эйрфилд. Дозер и не строится Патриот. Но Авроры могут на такой филд сесть. Работают гатлинги, минус Хаммер. Почти пробил, между прочим, Мститель. И справа, слушайте, идут также гатлы и много, но Авроры сели. По идее, они перезаряжаются. Да, они перезаряжаются, взлетают, и тут еще и топливная бомба. Нет, это листовки, и надо разводить войска. Хесенлеб, что ты сделал сейчас? Может быть, если бы развел бы, Миги пришли. Миги пришли, хорошо пробили, но неужели вскроет, а? Правда, с деньгами плохо, тут на дальняк Саплтраки, а тут Бартон, слушайте, а тут Бартон пришел и просто бьет саплай. Да, близко подошел, еще гатлы вновь Авроры бы сбить. Ой, бы сбить эти Авроры, как же они мешают, как же Лебу тяжело, но он подходит. Правда, юниты все замерзли, Эми-Патриот тут их дорабатывает, слева 2 ракетчика. Хаммер должен справляться, Хаммер Стоу. Хаммер минус. Спектр Ганшип. Полетел Спектр Ганшип. Слева тем временем Миги летает. Также полетели вперед. И Спектр Ганшип будет бить по филду и по саплаю одновременно. Миги залетели, пробили Эми-Патриот. Хорошо. Ну там слева еще один строится рядом с военным заводом. И полетели Альфа-Авроры. Что будем бить? Ну, можно ударить филд. Можно ударить по военному заводу. Ну вот, да, по филдам. И по филдам, так там еще и Миги были. Ух ты, ну какой же залп серьезный, слушайте. Ну как же Лебу тяжело. И Бартон пошел вперед. Минус саплай здесь был китайцу. И вот отсюда теперь добывает.
Хесенлеп пошел вновь в атаку, денег все меньше и меньше. Ковровая бомбардировка, ну неужели в этот раз все-таки достает по филду? Плюс еще и миги залетели. Филд под снос. Альфа Аврора уничтожены, хаммеры каленные. Тут, правда, всего 3 гатла. Все, что доехало сейчас до Маракара, это 3 гатлинга. А здесь Бартон бегает по базе китайца и просто взрывает здание. Взрывает военный завод, естественно, и может просто дальше взрывать здания один за другим. Тут просто нечем защищаться, и денег у Хесенлеба нет. Вот он на дальняк с аполтраками катается, хаммер тут слева. Можно вообще подъехать с аполтраки бить. Тут, правда, гатлинг за ним гоняется. Ну окей, вот 3 гатла плюс ЕЦМ-ка зашли. Ну Маракар уходит направо сюда. У него здесь есть 2 вышки, у него есть дроп-зона. Вновь серч активирован, дозер на месте. Есть КЦ, есть ранг, есть повышение, естественно. А юнитов у Хесенлеба-то нету. И спамить не с чего, можно сказать. Тут Бартон ходит и минирует просто здание одно за другим. Спамить не на что даже, я бы сказал, а нечем. Минус саплай, кстати говоря. Еще дальше теперь саплтраки катаются. Ну и просто вот встал Хесенлеб, вот просто встал своими гатлингами. И что делать, вообще непонятно. Тут вот 3 хаммера, мститель стоят. Маракар просто сейчас ждет повышения, наверное. Можно продать эту электростанцию. Строят вновь саплай, надо военный завод строить, я так полагаю. Саплтраки катаются. И, кстати, Маракар полетел чинуками. Полетел чинуками на добычу. Ну, надо справляться. Надо справляться с гатлами. Иначе чинуки просто погибнут. Ну вот есть саплай, вот для чего Маракар его строил. Просто добывает с центра. Гатлинги пошли вперед, тут Эми Патриот. Ну и я думаю, что это все. Вышел пост, да, все это здорово, но Бартон продолжает свою эпопею. Он просто минирует, и ничто ему, и никто тут не мешает. Ну вот пост, 2 гатла вышли, все, Бартон еще и с 3 лычками, да, окей, он погибает. Но он, мне кажется, тут просто уже вот завершил эту игру. Потому что просто вот... Еще и двойная А10. Просто все у Леба забрали. У него осталось 3 здания. У него осталось 3 здания. У него вот вышел дозер. Можно попробовать поставить саплай. И пошли повышения. Пошли повышения. Выехала мини-пачка от Маракара. Пробивается полтраки. Их придется вновь заказывать. Так еще и саплай строить. Вновь мины. Прокинул воровство денег. Леб взял себе еще $1000. И Альфа Аврора появилась, которая добила... Ну тут сколько? Тут 2 юнита, да, закрыла, 1 гатлинг, до ракетчика остались. Даже 2 ракетчика. И прилетела корова-бомбардировка, закрыла стратегический центр. И Хесенлеб принимает решение сдаться. Вот такой интересный бой, друзья. Не получилось нижнему бойцу все-таки Маракара продавить. Хотя он был близок. Ну, просто не хватило денег, на мой взгляд. Ну а на сегодня это все. Если вам понравилось данное видео, то пишите комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Бусти. А мы с вами увидимся в следующем выпуске.